4-й год идет война, которой не должно было быть. Не было ни одной разумной причины начинать так называемую СВО. Однако нападение совершено, война идет, и это факт. Но есть нормы и обычаи ведения войны, предполагающие, что даже агрессор может хотя бы человеческого облика не терять. Это были фотографии некоторых из военнопленных, вернувшихся в Украину из России в результате обмена. Вернувшихся не из Бухенвальда, из российского плена. Насколько нужно было оскотиниться, чтобы довести до такого состояния обезоруженных людей, находящихся в твоей абсолютной власти? Даже на несправедливой и неправедной войне есть вариант быть честными врагами на поле боя, где враги друг друга ненавидят, но уважают. Как бы дико это ни звучало, но все понятия армейской, офицерской чести, они как раз про это. А издеваться над беззащитными пленными у себя в глубоком тылу – это не про честь. Это позор нашей страны. «7 декабря 2021 года. До начала войны оставалось всего 80 дней. Но никаких разговоров о войне тогда не было. Еще даже не прозвучали требования Владимира Путина о возвращении военной инфраструктуры НАТО к границам 1997 года. Этот ультиматум будет выдвинут лишь через неделю. В конце 21-го главной новостью в российской информационной повестке был новый фильм Юрия Дудя «Почему в России пытают?». Документальная работа продолжительностью в почти 2,5 часа основана, среди прочего, на видеозаписях пыток и истязаний заключенных в российских колониях, которые обнародовал Сергей Савельев. Сам Савельев – бывший заключенный и во время отсидки работал в колонии системным администратором, имея доступ к служебным компьютерам и видеорегистраторам. Речь о цифровом архиве примерно в 100 гигабайт. Сейчас подзабылось, но эти записи и фильм Дудя шокировали страну. Словно открыли нам наше государство заново. Мы знали, что в России есть злоупотребление, но не замечали, какой масштаб и какой вид они постепенно приобрели. То, что показал россиянам Савельев, напомнила одновременно и нацистское гестапо, и испанскую инквизицию с извращенным сексуальным насилием над людьми. Резонанс возник такой, что высказаться в каких-то обтекаемых выражениях пришлось и депутатам, и Пескову, и лично Путину, и даже Русской Православной Церкви. А уполномоченная по правам человека и генерал-майор полиции Татьяна Москалькова назвала Сергея Савельева, цитирую, «человеком, который проявил смелость в том, чтобы противостоять уродливому явлению». Таким образом, она фактически подтвердила подлинность записей. Это принципиально важно для нашего разговора. На момент начала войны, когда российская ФСИН стала массово принимать украинских военнопленных и задержанных гражданских, там уже на системном уровне практиковались пытки, издевательства и изнасилования заключенных. Это не диссидентские выдумки, не голос Америки, а факт, подтвержденный в том числе и российскими государственными органами. Прочитаю цитату. «Был у нас надзиратель, Мясников Евгений, 2001 года рождения. Привет ему передаю. Это маньяк с фантазией. Я бы его выделил из всех, кто меня пытал за это время. Он был умный парень с интеллектом, но он использовал это не в том русле. Ему нравилось издеваться и пытать. Вот у него были пытки изящные, нестандартные методы. И с ним считались командиры. Они постоянно себе внутреннюю мотивацию искали. Потому что поначалу они верили, что мы убивали детей Донбасса. Потом они начали верить, что мы все имели связи с НАТО. А потом просто ненавидели нас за то, что мы есть». Это слова Алексея Анули. Он родился в русскоязычной семье в Чернигове в 1993-м. Занимался кикбоксингом, побеждал на украинских и международных соревнованиях. Заслужил титул мастера спорта. У Алексея жена и 2 детей. В самом начале войны он ушел на фронт пулеметчиком. Был ранен и в марте 22 года попал в российский плен, где провел 10 месяцев. Содержался в Курске и в Туле.
Из 10 месяцев 4 он провел в карцере. После обмена Алексей выглядел вот так. Алексей Ануля – один из очень немногих освобожденных пленных, кто открыто и под своим именем отважился рассказать о пережитом. Мало кто готов в подробностях описывать, как был жертвой ежедневных побоев и издевательств, в том числе и сексуализированных, как ходил под себя и обходился без средств гигиены. Я не буду здесь в деталях пересказывать интервью Анули, какие конкретно пытки он пережил, а чему был свидетелем. Любой, кто хочет узнать подробности, может сам все это прочитать или посмотреть разговор с Алексеем на канале «И грянул Грэм». Я же обойдусь общими словами. Люди, в принципе, сильно преуспели в изобретении методик причинения страданий и увечий другим людям. За историю человечества было выдумано множество способов заставить человека буквально мечтать о смерти. Некоторые из них практикуются как раз в учреждениях ФСИН и других силовых органов, куда помещают украинских военнопленных и гражданских. Алексей Ануля рассказывал, что в какой-то момент очень хотел, чтобы его расстреляли. После обмена Алексей Ануля пережил множество операций и восстанавливался почти год. И после, летом 24-го, Алексей пришел поговорить с российскими военнопленными в одном из украинских лагерей. По мнению, самое важное среди всего, что рассказал Алексей. Он не про издевательства и пытки как таковые, а про отношения. О том, что люди, работающие в системе, могут перестать видеть в человеке другой национальности себе подобного. Это самый обыкновенный и неприкрытый нацизм. Думать, что человек с другим паспортом относится к какому-то иному биологическому виду. И еще искренне удивляться, не найдя видимых отличий. Такое часто рассказывали раньше про немецких солдат. В 41-м некоторые из них, наименее образованные, не в шутку, а всерьез удивлялись, не найдя у советских граждан ни рогов, ни копыт, ни хвостов. Есть у меня, кстати, небольшой вопрос с американским товарищем. Вашингтон и лично президент Трамп нынче очень много говорят про российско-украинскую войну. Недавно вот Трамп освобождал бригаду ВСУ, воображаемо взятую в плен в Курской области. Нет ли желания у администрации Трампа добиться исполнения хотя бы норм Женевской конвенции? Добиться хотя бы того, чтобы с пленными, причем с реальными, а не с воображаемыми, обращались бы по-человечески. – 30 сентября 2022 года Путин заявил о вхождении в состав Российской Федерации 4 украинских областей. Однако вхождение оккупированных территорий в общероссийское правовое поле так и не случилось. Да, у нас давно нет иллюзий насчет законов и правоприменительных практик в России. Однако так называемые новые регионы живут по своим отдельным правилам, конкурируя по нравам с Чеченской Республикой, в чем-то даже ее обгоняя. Мы не раз говорили, как в Запорожской области придумали собственную статью за дискредитацию органов власти. И немыслимое даже по меркам путинской системы наказания – конфискация всего имущества и выдворение пешком в сторону линии фронта. Говорили мы и о самых различных схемах по отъему жилья у жителей так называемой ДНР. Однако люди на аннексированных территориях лишены не только прав собственности, но и личной неприкосновенности. В отношении местных жителей там проводится масштабный комплекс мероприятий под общим названием «фильтрация». Власти выявляют, произвольно задерживают и без предъявления обвинений лишают свободы, например, тех, кто служил в ВСУ в период с 14 по 22 год. А таких людей немало, ведь все это время в Украине была призывная армия. В зоне риска оказались и те, кто работал в органах местного самоуправления или был сотрудником полиции. На всякий случай напомню, полицейские – это гражданские люди. Основанием для бессрочного ареста может стать даже татуировка с изображением украинских государственных символов. Герб Украины, трезуб, не включен в России ни в один список экстремистской символики. Это геральдический знак князя Владимира, крестившего Русь, памятник которому установлен прямо напротив Кремля. Но это не мешает силовикам на местах называть такие татуировки с этим знаком нацистскими и отфильтровывать людей, у которых они есть. Так в российском плену оказываются гражданские люди обоих полов, что по любым законам, включая российские, квалифицируется как похищение человека. Захватывать в плен можно лишь комбатантов, но никак не мирных жителей. Гражданских может арестовать только суд и на фиксированный срок. Только суд может продлить арест или назначить наказание в виде лишения свободы. Но людей, не прошедших фильтрацию, держат в неволе как военнопленных. Речь о тысячах граждан. Больше года без каких-либо предъявленных ей обвинений провела в плену украинская журналистка Виктория Рощина. Шла речь о ее включении в список на обмен,
Но Виктория умерла осенью 24 года. Ей было всего 27 лет. В 2014 году в условиях дефицита власти и начала боевых действий на Донбассе в Украине стали возникать так называемые добробаты – добровольческие батальоны, воевавшие на стороне ВСУ. Их составляли люди ультраправых взглядов, футбольные фанаты, и репутация у таких добробатов скверная, в том числе и на Западе. Это факт, с которым трудно спорить, да и незачем. После замирения на Донбассе с добровольческими формированиями случилось примерно то же, что в свое время произошло со многими бывшими чеченскими инсургентами в России. Они были задним числом легализованы, включены в состав официальных государственных силовых органов, переняли существующие правила и нормы. С годами там обновился личный состав, ведь туда массово стали попадать по распределению самые обычные военные, призванные на срочную службу или заключившие контракт с ВСУ или Нацгвардией Украины. Однако в России эти люди почему-то считаются не военнослужащими, а террористами. На днях в Ростове-на-Дону состоялся, я даже не знаю, можно ли это назвать суд над украинскими гражданами, военными и мирными жителями, вся вина которых в том, что они в какой-то период проходили службу в бригаде Азов. 22 года строгого режима дали Александру Мухину, который служил в Азове на должности стрелка с сентября 17 по ноябрь 18 года. Он нес караульную службу, участия в боевых действиях не принимал, так как боевых действий тогда не было. В ноябре 18-го Александр ушел на гражданку, а затем его схватили и вывезли в Россию как гражданского человека. И осудили на основании постановления Верховного суда России от 2 августа 22 года, признавшего Азов террористической организацией. То есть осудили ретроактивно. Когда он служил там, он еще террористической организацией признан не был. Медиазона опубликовала последнее слово нескольких украинских граждан, которым российская прокуратура затребовала от 16 до 24 лет. Не доказана не только вина, но и само событие преступления. Достаточно просто факта воинской службы в 12-й бригаде Нацгвардии Украины, которая она же Азов. Я очень рекомендую прочесть эту статью Медиазоны. В нашей стране масс-медиа старательно раскручивают всю эту тему с азовцами, однако на скамье подсудимых совершенно обычные люди. Русскоязычные. Один из подсудимых даже сослался на советский фильм «Офицеры». Мол, есть такая профессия — родину защищать. И немыслимо судить солдата как террориста только за то, что он служил своей стране. Это и с точки зрения российских законов правовой абсурд. Такие суды, как и внесудебные расправы над военнопленными и гражданскими заложниками, это что угодно, но только не проявление силы. Это бессильная и бессмысленная жестокость от мелких людишек, которые на поле боя не выполнили ни одной из задач, которую сами перед собой поставили. И это позор для нашей страны, вопиющее позорище. Даже больше, чем сам факт нападения на Украину. Потому что есть военное противоборство на фронте, когда убить можешь ты, однако убить могут и тебя. В таком случае через годы солдаты двух армий даже могут встретиться и пожать друг другу руки. Несмотря на то, что одни нападали, а другие защищались. Такие примеры в истории были. Но издеваться, пытать, убивать и устраивать судилище над безоружными людьми – это трусливое поведение слабаков. Про таких есть очень емкое русское слово – конченые. И так-то в интересах самой России и всего российского общества, чтобы конченые раз и навсегда утратили возможность измываться над беззащитными. Этот позор Российской Федерации должен сам пойти под суд и сесть надолго. Правда, не в подвалы и не в пыточные камеры, а в нормальные цивилизованные колонии с трехразовым питанием. Потому что цивилизованное государство обеспечивает правосудие, а не занимается удовлетворением своих комплексов. Не занимается подлинной местью в отношении тех, до кого может дотянуться. До завтра.